Мы сейчас говорим про формирование инклюзивной культуры общества. Главное в заболевании в любом является стадия принятия. Работа с преподавателями, она важна, но конкретных примеров, прям конкретных, должно быть гораздо больше. А на самом деле никакой он не эксперт. А такое разве бывает? Да, наконец-то они поняли, что это тоже люди. По данным Росстата, на 2021 год в Российской Федерации насчитывается 11 миллионов 631 тысяча людей с инвалидностью. Мы собрали 4 героев, чтобы они смогли выразить свое мнение на тему трудовой инклюзии в современном мире. Шкала мнений. Участникам будут озвучены спорные утверждения. В зависимости от их мнения, им предстоит занять определенное поле и объяснить свою позицию. Полностью согласен, частично согласен, частично не согласен, полностью не согласен. Добрый день. Меня зовут Попов Всеволод. Я студент МГППУ, обучаюсь на факультете информационных технологий, самостоятельно изучаю тестирование, QA-тестирование и тестирование доступности. Я инвалид первой группы по зрению, у меня инвалидность с рождения, но это абсолютно никак не мешает мне жить счастливой и полноценной жизнью. Я также являюсь автором и ведущим подкаст-проекта Национального фонда развития и реабилитации. Привет, меня зовут Егорова Аня. У меня инвалидность второй группы. Я приобрела ее 4 года назад, так как переболела аутоиммунным заболеванием, и сейчас у меня есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я руководитель проектов социально-предпринимательского проекта Everland, который обучает и трудоустраивает людей с инвалидностью. Добрый день, меня зовут Ольга Ильченко. Я по образованию учитель. Я являюсь экспертом по технологиям Microsoft. В частности, я занимаюсь инклюзивными технологиями Microsoft и рассказываю своим коллегам, показываю то, как можно превратить обычный класс в инклюзивную среду и как можно помочь ребятам выйти за пределы 4 стен с помощью специальных технологий Microsoft. В этот проект я пришла для того, чтобы рассказать, как современные технологии участвуют в формировании инклюзивной среды, и хотела бы узнать в ходе дискуссии, как технологии помогают людям трудоустройством, с обучением, с коммуникацией. Добрый день, меня зовут Игорь Торопчин, мне 41 год. Я являюсь инвалидом первой группы. С прошлого года я вожу вот этот замечательный аппаратик. Вот, к сожалению, перестал работать. Я надеюсь, наша встреча и обсуждение помогут мне определиться с моим будущим направлением деятельности. Инклюзивность помогает компаниям эффективнее работать и менять социум. Я считаю, что это действительно так. Возможно, то, что благодаря включению доступности в свои продукты компании обращают внимание социума на какие-то проблемы, я считаю, это действительно так. Благодаря этому, например, если мы говорим о каких-то программных продуктах, мы, например, можем писать каким-то другим разработчикам, у которых продукт недоступен, о том, что вот у нас есть средства, которыми мы пользуемся, которые уже были сделаны, и что нужно доступность улучшать. Ну и пользователи, обычные люди, они не все, конечно, это нужно учитывать, но они тоже могут понять данный вопрос и с пониманием относиться к тому, как человек пользуется технологиями. Мне кажется, что очень многие компании делают это мы сделали, ради галочки. То есть не привлекают людей, которые с инвалидностью, например, или сторонних консультантов, для того, чтобы действительно оценили их продукт, их определенное решение. Просто делают для того, чтобы сказать, отчитаться. Например, ряд ресторанов вешают перед входом знак, что нажмите на кнопку, вы можете зайти в наш ресторан, вам выйдут, помогут.
Пару раз я сталкивался с интересной ситуацией, когда ты подходишь, а кнопка — это не кнопка, это просто распечатанный листочек бумаги. Но по моему мнению, единственный, вот, кто действительно меняет вообще наше отношение общества, это бизнес. И это не только у нас, это происходит во всем мире. Потому что бизнес, он, знаешь, он такой, он умеет лавировать и вообще понимать, что нужно вообще обществу и как на этом заработать. Когда ты понимаешь, как на этом заработать, это то самое, это ключ к успеху, по большому счету. И то, что они рассматривают людей с инвалидностью тоже как клиентов, это просто нереально круто. Наконец-то они, так скажем, поняли, что это тоже люди. Вот ты, например, поедешь сейчас в Грузию, да? Ну, то есть, а как, на чем ты поедешь, да? Ну, то есть, получается, авиакомпании к этому, ну, сделали все возможное, чтобы ты смог, так скажем, сесть в этот самолет, потом прилететь туда, потом также, я не знаю, какая доступная среда, например, в Грузии, да, но опять же, это же туризм. И те же кафешки, вполне возможно, делают все возможное, чтобы ты туда приехал. И то есть, если бы бизнес не был бы повернут лицом к людям, да, и к людям с инвалидностью, то ты бы сидел бы в 4 стенах. Я бы тоже хотела дополнить, что как только компании, руководители компаний поймут, что когда компания в своей разработке, в своем продукте, да, в своей работе учитывает инклюзивную среду, вокруг которой есть, которая реальна, и когда эта компания увидит, что это дает эффективное продвижение и возможность продвижению бизнеса вперед, и это доказанные факты. То есть и те компании, о которых ты говоришь, они тоже будут ориентироваться, они поймут, что нужно ориентироваться на инклюзивность, потому что это помогает продвижению вперед, это помогает бизнесу. Мне почему-то показалось, что я остался в меньшинстве. На зеленых стоишь Нет, ты на в зеленый большинстве. мы Все просто обсуждают бизнес-вещи, а я стараюсь обсуждать. Я просто хотел сказать о своем опыте, когда я пытаюсь тестировать доступность программного обеспечения, а все начали говорить про более какие-то другие структуры. И я понял, что мое мнение, оно получается далеко от реальности, получается. Мне Нет, что-то почему показалось. нет вообще? Нет, мы с ним согласны, наверное, здесь мы начали просто аргументы какие-то приводить. Не, я Игорю. понимаю, я просто говорю, чтобы убедиться. Не, мне кажется, Нет, всё нет, ну хорошо. доступность, она есть и цифровая, Ну да, есть конечно. Да. про то, что мы говорили. Многогранно. Доступность многогранна. Инклюзивность – это просто тренд, от которого со временем откажутся. Я не согласен, но не полностью. Есть возражения. То есть это действительно в какой-то мере можно назвать трендом, потому что и государственная машина нам говорит про инклюзивность, и коммерческие компании во многом в этом заинтересованы. Но почему я говорю, что не совсем согласен? Потому что я очень надеюсь, что спустя несколько лет слово инклюзивность сделать что-то особенное для людей не будет необходимости. То есть уже изначально будут строиться дороги с пониженными пандусами, будут изначально выпускаться продукты программные для диджиталов, которые адаптированы для людей с различными возможностями. Уже изначально будут открываться кафе и рестораны, войти в которые будет не проблематично для большинства людей. Но это надежда. Инклюзивность — это не тренд. Инклюзивность — это ситуация. Я рассматриваю инклюзивность как вариант нормы. Это совершенно, да, вот то, о чем говорил Игорь, что это совершенно нормально, это какие-то варианты, которым общество должно даже не быть готовым, а просто это вот принимать как данность. И просто иметь какие-то разные, не знаю, там стандарты, технологии для того, чтобы корректировать, для того, чтобы помогать людям, которые оказались в инклюзивной ситуации, не знаю, там, бабушка, которая плохо видит, или человек, который заболел коронавирусом. Женщина или, с коляской. Женщина с коляской, совершенно верно, которые оказались в ситуации, инклюзивной ситуации, и здесь просто нужно подстроиться и понимать, что же нужно в той или иной ситуации тому или иному человеку, и подстроить
наш обычный мир, собственно, до вот этого нормального, обычного, инклюзивного мира. Я хочу вернуться назад. Я хочу сказать, я согласна с тем, что сейчас инклюзия — это тренд. Да. Есть вот эта популяризация этого направления, и наша задача сейчас вот этот тренд сделать все возможное, вот просто по максимуму, чтобы общество понимало вообще, что это такое, и взглянуло на него немножечко с другой стороны, под другим углом. Ну, то есть, давайте говорить честно. То есть мы начали об этом говорить относительно недавно. До этого мы вообще не понимали вообще, что нам делать. Если мы и понимали, то потому что у нас есть родственник с инвалидностью, да, и все. А как, например, мне подойти, как общаться с другим человеком с инвалидностью, мы не знаем. И вот наша задача вот именно в этот тренд закрепить позиции инклюзии в обществе и дать понять о том, что вообще все очень сложно. И какие-то лайт-истории, они не пройдут. Здесь нужно очень много пахать и обществу, но больше всего, конечно, самой инклюзии, наверное. Что такое тренд? Это временное явление. По моему какому-то опыту я не совсем понимаю, когда говорят, что инклюзивность — это тренд, потому что, тренд — это что-то временное. И, как уже сказали предыдущие выступающие, что действительно сейчас это довольно-таки ситуативно, в том плане, что оно происходит из-за каких-то случаев. Улучшение доступности происходит часто из-за каких-то резонансных случаев. И дальше это останавливается. Я считаю, что главное действие, которое нужно делать, это показывать обязательно людям с инвалидностью и разработчикам программного обеспечения, и просто обычным людям о том, что они независимые люди, показывать то, как они живут, как они пользуются технологиям. А если говорить о тестировании доступности, нужно просто писать множество отчетов об ошибках, нужно просто рассказывать о том, что есть клиенты, подходить грамотно к тестированию, чтобы тестированием занимались люди с инвалидностью. Тогда потихоньку, я считаю, все будет изменяться. Инклюзивные сотрудники, как правило, оказываются источником новых идей и стимулируют свежий взгляд на бизнес. Я практически согласен, но все зависит, естественно, от сотрудника. Например, в одной крупной компании было несколько примеров, когда люди с инвалидностью занимались доступностью продуктов. На протяжении многих лет после множества анкет ничего не менялось, или менялось очень, просто практически не менялось, но приходилось писать множество отчетов в отдельные программные продукты, и все изменялось только после стократных упоминаний. Но сейчас, когда новый человек пришел, ситуация стала немножко улучшаться. Мы видим, что с компанией началась вести работа по внедрению доступности продуктов не только в качестве доступности продуктов, но и в качестве культуры. И мы видим одно из изменений в их одном крупном продукте. Очень хочется верить, что эти изменения будут постепенными, и они будут постоянными. И, как мы уже говорили, они не будут просто трендовыми, когда о них сообщают, и все. Я встал на эту позицию, потому что все очень сильно зависит от инклюзивного сотрудника и от его позиции, от его настроя. Первое. Не надо генерализировать так сотрудников. Есть две причины. Первое, что те эксперты с инвалидностью, которые находятся в любой компании, которые тестируют доступность тех же сайтов, приложений, они вполне возможно... Подкуплены. Они не то чтобы подкуплены, у них нет этого опыта работы. И в компании считают, что вот у нас есть эксперт, и он все сделает правильно, а на самом деле никакой он не эксперт. А такое разве бывает? Да, это такое Это бывает. постоянно. Это есть такое, поверь, мы с этим сталкиваемся. Особенно с теми приложениями или сайтами, которые рассчитаны на незрячих.
А как в таком случае человек Он просто говорит, принимается, если... как проверяется опыт тогда? Или Знаешь он как? просто... Знаешь как? этот человек просто является родственником топ-менеджера этой компании. О, Господи. Вот так. Просто я почему спросил, потому что я готовлю к себя к будущему трудоустройству, я хочу этим заниматься. И у меня заранее такой у меня настрой, что я должен как можно больше информации выучить сейчас, потому что мне будет трудоустроиться на эту позицию довольно-таки непросто. Нужно будет знать все стандарты, нужно будет знать все вот эти особенности. Именно поэтому я удивился, как так может быть. Вторая ситуация о том, что не нужно генерализировать сотрудника с инвалидностью. Этот человек может быть очень токсичен. И он, наоборот, будет, так скажем, своим поведением делать все возможное, чтобы его уволили. Потому что, во-первых, у него нет, например, ни опыта, и когда его брали на эту работу, там, не знаю, нужно было закрыть квоту. Тот человек, который приходит работать, у него нет никакого опыта, у него нет никаких навыков, и работодатель просто, ему нужно, так скажем, его уволить. И тогда этот сотрудник, бывают такие случаи, он говорит о том, что я пойду в СМИ, я пойду в суд жаловаться на то, что вот ты меня, инвалида, увольняешь. Мне очень нравится фраза, которую говорил Артем Плаксин, как раз коллега Всеволода, да, незрячий, тоже разрабатывает Да, это программу, наш правильно? веб-разработчик. Вот ваш, Да. даже Да. так, Да. ваш веб-разработчик. Он говорил, у нас, видимо, он имел в виду себя и своих коллег, у нас девиз, что никакой продукт для нас не разрабатывается без нас. Да. То есть мы обязательно должны участвовать в разработке этого продукта, если этот продукт, например, нацелен на категорию слепые и слабовидящие. Да. И, соответственно, точно такое же утверждение, точно такой же девиз, конечно, должен быть Транслироваться. на все остальные нозологии, на все остальные группы. Да. Использование технологий – это единственная возможность для людей с инвалидностью реализовать себя в социуме. Я считаю, что не только технологии могут сыграть в этом роль, но и контакт с людьми. Но, вы знаете, я вчера задумался, что действительно мне помогает сейчас учиться. Изучать тестирование, Linux, все вот это, продвигаться вперед. И я понял, что технологии играют в этом чуть ли не первостепенную роль. Потому что главное мне помогает в этом, это программа экранного доступа. Я просто вчера задумался, что было бы, если бы этого не было. Я не знаю, как бы я учился информационным технологиям и вообще поддерживал бы в нынешней жизненной ситуации контакт с миром. Я понимаю Севу, и я понимаю, почему из нас троих именно он выбрал вот эту плашку. Человек, у которого все отлично со зрением, может быть, не отлично, но лучше, чем у незрячего человека, все зависит очень много не от технологий, а от самого этого человека, от человека. Вообще, конечно, все зависит именно от человека. Но когда у одного намного меньше инструментов, это одна история. А человеку, который может жить, работать, общаться, применяя другие, опять же, повторюсь, инструменты, то это другая история. Я бы сказала, что, говоря об инклюзивной среде, мы говорим о комплексном подходе, безусловно. То есть, конечно, это огромная часть технологий, технологические. Потому что мы видим, как эти технологические решения могут изменить жизнь каждого, наверное. И каждого человека, который в данный момент находится в инклюзивной ситуации или может в него попасть. Но, конечно же, инклюзивная среда — это не только технология, это и инклюзивная культура, то есть отношение других людей к людям с инвалидностью, умение себя вести, умение помочь, умение поддержать такого человека и так далее, и так далее. За последние годы очевидно, что для людей с инвалидностью использование различных технологий дало, как и для многих людей, большой толчок в развитии, получении знаний и реализации себя на работе. Почему я согласен, но не совсем с данным утверждением?
Мне бы очень этого не хотелось. Мне бы не хотелось, чтобы люди концентрировались только на каких-то технологических штуках. Мне очень бы хотелось, чтобы это помогало им, но это не было бы единственным. Мне бы очень хотелось, чтобы люди по-прежнему в личных беседах получали какие-то знания, навыки и прочее. Читая старинные книжки, старинные, я имею в виду обычные книжки, не на планшетах, вот. Мне бы этого очень хотелось. Чтобы сделать общество более толерантным по отношению к людям с инвалидностью, необходимо начинать с просвещения детей. Мы знаем, что дети, в принципе, жестокие. Если они не сталкиваются с этим, они думают об этом своеобразно. Как им не скажи, что это хорошо, это плохо, если на конкретном примере этого не показывать, близких, скажем так, людям, они не поверят. Также, к сожалению, и к словам учителей, наставников многие относятся, ну, надо, послушаем. Вот. Но, к сожалению, мне, наверное, более радикальный взгляд. Надо пожестче доносить эту точку зрения. Тут очень важно, конечно, воспитание. Воспитание. Именно так. Да, именно вот воспитание и вот эта работа в школе, потому что детские умы, они очень, ну, вот им можно втолкнуть вообще все. И очень важно, чтобы те знания, которые они получили, они были верными. И надо работать и с родителями, потому что они воспитывают этого ребенка, и учителей. То есть те люди, которые умеют, они владеют умами других. И то есть, ну вот, это учителя. Ну, мое мнение такое. Просвещение очень важно, это безусловно. Но в том числе должно быть просто примеров, как я уже говорил, когда люди сами с инвалидностью люди показывают своим примером. Потому что то, что учителя будут говорить на уроках, это будет один раз, ну или два раза там. Возможно, кто-то это воспримет, возможно, кто-то это, наверное, в 98% случаев не воспримет. Должно быть просто больше показательных примеров, когда человек без инвалидности видит, что вон его, допустим, сосед или там друг, у которого есть инвалидность, он реализовывается. Мне кажется, что, конечно, работа с преподавателями, она важна, но конкретных примеров, прям конкретных, должно быть гораздо больше. Мы сейчас говорим про формирование инклюзивной культуры общества. И, конечно, формирование должно быть комплексное, конечно, это должна быть семья, конечно, это должны быть все организации, которые посещает человек. Это и дошколка, это и школа, это и место работы, это и секции дополнительного образования, это и какие-то культурные мероприятия, в том числе и кино, театр. То есть везде, везде вот эта наша обычная среда, то, где мы живем, она должна быть даже не пропитанной инклюзивностью, а инклюзивность должна быть неотъемлемой частью, я бы так сказала. И я понимаю, наверное, почему Игорь встал вот на эту плашку, потому что Игорю хочется это побыстрее, ускорить, чтобы уже случилось, да, вот эта инклюзивная среда. Просто здесь, к сожалению, так получается, что культуру сложно, формирование этой инклюзивной культуры сложно ускорить. Здесь нужно, чтобы прошло время, чтобы прошли поколения, ну хотя бы одно, чтобы родители научили своих детей. Я бы сказала, что это даже не школа, это чуть помладше, уже в детском саду, чтобы дети были в одном саду, и чтобы инклюзивные дети... Тут как родители до этого дойдут, наверное. Конечно, и родители тоже надо научить. То есть здесь вот такое одно за другим тянет, да, и именно с родителей надо начинать, потому что это тот человек, который говорит ребенку, что вон пошла девочка, не знаю, там ребенок спросил, что с этой девочкой, все хорошо. Да. Все хорошо, она такая же, как ты. Просто вот там сейчас у нее там болит нога, но при этом ты там с ней можешь, например, посидеть, поиграть. Не бегать, а поиграть. То есть здесь родитель должен объяснять. Дошколка, то есть в детском саду обязательно дети должны понимать, что все равны. И, конечно, и школа, и дошколка влияет имеет огромное влияние на формирование инклюзивной культуры. И, наверное, вы все знаете, что у нас сейчас есть закон, который обязывает любую школу принимать ребенка с любой формой, практически с любой формой инвалидности и с инклюзией. И этот ребенок должен учиться в обычном классе, так называемом смешанном классе. И здесь как раз
ребенку это идет на пользу, если при этом в классе организована инклюзивная среда, если при этом дети и учитель знают, как обращаться с таким ребенком, как его лучше, может быть, учить, с какой стороны помочь этому ребенку получить те самые равные условия, которые есть и у других детей в этом классе. И существует множество исследований, которые показывают, что ребенок с инклюзией, который учится в таком смешанном классе, он гораздо более успешен, потому что он уже социализирован. Что бы вы посоветовали людям с инвалидностью, которые стремятся реализоваться в жизни? Ну, я бы посоветовал себе больше быть активным. Несмотря на то, что я сейчас ее проверяю, мне нужно быть больше активным. Все равно. Я бы рекомендовала бы не откладывать жизнь на завтра. Действуйте и пытайтесь делать что-то новое для того, чтобы те мечты, которые у вас есть, они осуществились. Я бы рекомендовала не бояться и обязательно стремиться куда-то, идти вперед, искать себя в образовании, искать себя в жизни, потому что есть множество технологий, есть множество людей, которые поддержат и помогут. Мне кажется, главное в заболевании в любом является стадия принятия. Вот как можно быстрее надо постараться дойти до этой стадии, принять себя таким, какой есть, и понять, что ты просто ты такой. Ты отличаешься, и это нормально от других людей. И, наверное, такое слово «приспособиться», ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не говорить «все пропало», обязательно что-то получится. Просто ты такой, принять себя.